АвтоВАЗ нагло обманул всю Россию. Уровень локализации Лады всего 40%, а не более 90%, как утверждал Соколов. Лады стали почти полностью китайскими. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Дзен, Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. Лады сейчас, как выясняется, уже с трудом можно считать полностью российскими автомобилями. Доля иностранных комплектующих по-прежнему остается значительной, а с переходом на китайские узлы она даже увеличилась. Несмотря на это, руководство АвтоВАЗа с завидным постоянством выступает за повышение утилизационного сбора. По официальной версии, это якобы должно стимулировать автопроизводителей активнее локализовывать производство в России. Однако истинные мотивы выглядят иначе. АвтоВАЗу просто выгодно, чтобы иностранные бренды подорожали еще больше, лишаясь привлекательности для покупателей. Чем дороже станут иномарки, тем легче продавать собственную продукцию, пусть даже она далеко от идеала. Но вот парадокс. Вслед за зарубежными моделями в цене уверенно растут и сами Лады. И если китайские марки, перегруженные остатками складских запасов, активно снижают цены и предлагают щедрые скидки, то отечественный производитель придерживается противоположной тактики. Особых акций для покупателей он не предлагает. Весной вновь по инициативе АвтоВАЗа была расширена государственная программа поддержки, вернулась схема «Семейный автомобиль», предусматривающая скидку от 20 до 25% при покупке новой машины. Формально хорошая новость, но есть важные детали. Во-первых, воспользоваться этой программой можно только при покупке Лады или в лучшем случае Москвича 3. Во-вторых, даже в рамках этой ограниченной линейки география программы весьма выборочная. Полноценную скидку на основной части территории России можно получить лишь при наличии 3 детей в семье. Родители одного ребенка могут рассчитывать на помощь государства только в Дальневосточном федеральном округе, где иронично спрос на Лады минимален. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Одновременно АвтоВАЗ добился продвижения и другого важного для себя законопроекта. На днях в 2 чтениях был принят закон, обязывающий таксистов использовать в своей работе исключительно отечественные автомобили. На первый взгляд, забота о развитии внутреннего рынка, но на практике все выглядит иначе. Требования локализации сможет выполнить только сам АвтоВАЗ. Остальные производители просто не подходят по баллам. По сути, это еще один механизм для искусственного устранения конкуренции на внутреннем рынке под предлогом заботы о национальных интересах. Недавно генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов озвучил громкое заявление. Уровень локализации автомобилей марки Лада якобы достиг 90%. По его словам, с 2022 года проделана масштабная работа по снижению зависимости от зарубежных поставок. В качестве примера он привел новую модель Искра, у которой по утверждению Соколова уровень локализации составляет те же 90%. Остальные 10 якобы поставляют производители из так называемых дружественных стран. Он также добавил, что самой локализованной машиной в линейке остается Нива Легенда с заявленными 99,8% локализованных компонентов. Но вот данные Минпромторга и Института НАМИ рисуют совсем другую картину. Согласно этим источникам, Лада по-прежнему остается самой локализованной маркой на российском рынке, но уровень локализации в действительности составляет лишь 40% в среднем по модельному ряду. Это в 2 с лишним раза меньше заявлений АвтоВАЗа. По данным НАМИ, наиболее локализованной является
появляется модель Гранта, у которой подтвержденный показатель 45%. И если Гранта, как машина на базе отечественной Калины, доработанной версии еще более старой Самары, не может преодолеть отметку в 50%, то уровень локализации у более современных моделей вроде Весты или Искры очевидно еще ниже. Эти цифры НАМИ пока не публиковала, но выводы напрашиваются сами собой. Формально у той же Гранты вообще должен был быть стопроцентный уровень локализации. Это продукт, созданный в России, построенный на отечественной платформе, но реальность иная. В автомобиле по-прежнему присутствуют значительные объемы импортных комплектующих. Гранта давно перестала быть просто дешевым решением на базе старой Калинки. Сегодня это не самый доступный автомобиль, цену на который уже трудно назвать гуманной. То же касается и Нивы, чья конструкция берет начало аж в 70-х прошлого века и, казалось бы, должна быть максимально локализована. Но и здесь, как видно, все далеко не идеально. Очевидно, что заявление о 90% локализации является не более чем красивой цифрой для прессы и инвесторов. На деле уровень зависимости от иностранных компонентов даже вырос. Просто теперь вместо европейских и корейских узлов в ладах используются китайские аналоги. Китайская электроника, коробки передач, элементы подвески, тормозной системы, двигателя – все это теперь массово поставляется из Поднебесной. Весь облик Лады медленно, но неуклонно трансформируется в собирательный образ китайского автомобиля под отечественным брендом. Процесс импортозамещения таким образом сводится не к развитию собственных технологий, а к смене страны-поставщика. Между тем, планы по инвестициям в развитие АвтоВАЗа по-прежнему масштабны. До 2030 года в развитие предприятия планируется вложить 270 миллиардов рублей. Сумма внушительная, но вызывает закономерный вопрос: куда и во что конкретно будут инвестированы эти средства? Если на выходе вместо собственных разработок потребитель продолжит получать китайские коробки, электронику и узлы, а новые моторы и трансмиссии останутся в стадии мечтаний, можно ли вообще говорить о развитии? Весь этот процесс начинает напоминать бездонную бочку, в которую годами вливаются деньги, но эффекта нет. Локализация по факту остается скромной, инноваций не видно, а автомобили все чаще оказываются конструктором из деталей иностранных поставщиков. Отечественный автопром в лице АвтоВАЗа не столько развивается, сколько приспосабливается к новым реалиям, где главная цель – выживание за счет административной поддержки и ограничений для конкурентов, а не рост технологического уровня. А как считаете вы, что нужно сделать с АвтоВАЗом? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Для обеспечения выпущенных машин запчастями АвтоВАЗ запустил конвейер в обратную сторону. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем Дзен, YouTube, ВК и Telegram каналах. Ссылки в описании.